Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Таро на неделю с 7 по 13 октября. Давайте узнаем, что нам расскажут карты. Будем при этом реалистами, конечно. Хотя вы, мои дорогие Водолеи, вы особенные тем, что вы умеете видеть иррациональное, вы умеете видеть глазами ребенка мир. Вот такое важное качество в нашем турбулентном меняющемся мире очень важно, потому что над нами часто давлеют какие-то, как материализм или какие-то фундаментальные основы. А когда все меняется, тут нужно перестраиваться. Вот Водолей умеет быстро перестроиться, он как-то, сумеет с этим провзаимодействовать. И вот это очень ценное качество в преддверии вашей эпохи, когда уже, окончательно Плутон перейдет в ваш знак зодиака с 20 ноября. И для всех нас это эпоха, некоторого индивидуализма. Но, безусловно, это эпоха ваших возможностей. Ваш выход на авансцену. Ну ладно, я так немножко размечталась, правда. Давайте узнаем в разрезе недели, что нужно знать, какие энергии нам подскажут карты. Будем реалистами, всегда говорю. Расклад не передаст нюансы вашей жизни на данный момент. Неожиданности, что важно знать, может быть, что чего мы не ожидаем, оно у нас случается или мы получаем, что может помешать, что вам будет помогать, наоборот, на этой неделе. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес или учеба, какие-то согласования, документы, официальные какие-то процедуры. Деньги, энергия денег. Личная жизнь, как видят карты. И достанем карту совет. Что же нужно знать, что важно знать. Взаимодействие. Всегда двойка пентаклей – это о том, что мы не застреваем в одном каком-то коротком временном промежутке, а как раз умеем балансировать. Это сам по себе баланс. И нам говорят, пробуй, пока не надоест, или не получится. Будь легок на подъем. Будь готов где-то и к неожиданностям. И если тебе что-то предлагают альтернативное, обязательно рассмотри, не отказывайся от чего-то. По этой карте могут, допустим, как новые способы заработка, или какая-то внезапная поездка, или что-то вам по работе могут предложить, участвовать в каком-то проекте, или, кстати, заменить руководителя на какой-то период. Может быть, вы этим не занимались. По двойке пентаклей мы как раз готовы рассмотреть какую-то новую возможность, альтернативную. И в последующем это будет своеобразная ступень к успеху, потому что у нас на заднем плане в этой карте корабль, один из символов Меркурия. И, безусловно, это какая-то будущая победа, будущие успехи, может быть, какая-то будущая поездка или переезд. Может быть, вы готовитесь к переезду, и вы готовите документы, и вам придется общаться тогда в разных инстанциях, учитывать какие-то временные рамки или регламенты по тому, как изготавливаются, или готовность, вот этих самых документов. Но это нам нравится этим заниматься. Самое главное, чтобы не было застоя. Вот это важно. Неожиданности. Вы знаете, на вас так вот временами может накатить: боже, как я устал или устала. И не видеть никого не хочу, и не слышать никого не хочу. По девятке жезлов всегда хочется, так это вот построить такой невидимый забор и побыть, где-то в одиночестве. Или не хочется участвовать в каком-то деле. Как будто душа противится. Или что-то вот, не хочется вот действительно нам делать. Иногда из-за усталости. Карта говорит, как бы действуй в двух случаях. С одной стороны, чтобы что-то не упустить. И мы вот только что об этом с вами говорили, что новизна, пробуй, пока не надоест, или рассмотри тот вариант, который тебе предлагают. Не откажись, ты еще не знаешь, как оно дальше пойдет. Но и не давай никому никаких обязательств. Будь вот гибче, балансируй, вам балансировать нужно, несмотря на то, что хочется, где-то обособиться. И с другой стороны, по девятке жезлов, когда мы не должны себе навредить, или есть какая-то опасность, и значит, мы должны, тоже как-то очень красиво ретироваться.
Или так это бочком, если не получается где-то широкой поступью гордо пройти, ну так значит где-то просочиться мы все равно сможем, если это действительно, ну, вы понимаете, для вас во благо, и жизнь не оставляет других моментов. Быть гибче приходится, хотя усталость может как раз превалировать так, что, ну, я бы и ничем не занимался, у кого-то в неожиданностях. Ну, тогда не ставьте перед собой многозадачность, определите четко те позиции, в которых приходится участвовать или с ними разбираться. Ну, как будто не уйдешь. Чему сейчас не время? Ожидать, что решится само, вот нечего добавить. Не время, в принципе, эмоциям. Не время, когда мы ждем, что кто-то придет на помощь. Увы, мои дорогие водолеи, здесь что-то должны решить вы. И может быть именно потому, что другие не могут увидеть какой-то альтернативный вариант. Или от вашего решения будет зависеть какой-то вопрос. Ну вот ваша карта, что вам помогает? Король мечей. У кого-то поможет консультация юриста-адвоката. У кого-то нужно, возможно, разобраться по вопросам здоровья. Может быть, есть какое-то недомогание. Может быть, это, ну, где-то не что-то серьезное, вот, а какой-то нюанс, который вам просто мешает жить. И тогда или обследование пройти, или сходить как минимум к специалисту. По королю мечей это ведь всегда реалисты, в первую очередь. Это карта, ну, человека, который отвечает за свои слова, и которые имеют рычаги влияния, кстати. Поэтому как согласование в важных инстанциях, как высокие чиновники. Может быть, у кого-то придется с представителями власти контактировать, или проходят вот люди в форме. По этой карте мы говорим врачи, но и остальная форма, понятно, тоже проходит. Потому что есть какая-то реальность. Вот она нам помогает. И у вас должно быть все в балансе. Это карта эксперта. Это карта официального лица. И когда у нас все на бумагах, кстати, в документах, порядок. Поэтому для кого-то, может быть, и проверить документы. И это тоже будет тот момент, который вам поможет. Дела, работа, бизнес. Внимание к деталям. Ну и по документам тоже. Какой-то вопрос вам предстоит мало что детализировать, а он быстро не решится. И сколько ты ни жди, ничего не дождешься, потеряешь только время. Искусство мелких шагов. Что-то не будет решено быстро, мои дорогие. А для кого-то из вас эта карта я называю марафонский забег на долгую дистанцию. Может быть, правда, вы сейчас с чем-то определяетесь, адаптируетесь. И вот эта новая ваша позиция, она будет важна в течение 10-20 лет. Ну вот это как по Плутону. По рыцарю Пентаклей он едет медленно. Один из самых медленных рыцарей в колоде. Движение есть. Застоя, ожидания нет. Но это не синкопа. Это не с места в карьер. А это детализированность и продуманность. Вот такие два качества. Чего бы ни касался вопрос. Если учеба, значит, где-то пунктуально подойти к этой учебе. Если к документам, значит, перепроверять, опять же, документы. Узнавать, как это работает закон в отношении вас. И если это какой-то бизнес, то прогресс определенно будет. Но к этому еще придется приложить усилия. Деньги. Вот, кстати, иногда... Если для кого-то финансовая брешь, когда выпадает рыцарь Пентаклей, однозначно вам, к примеру, нужно погасить кредит или закрыть какой-то платеж очень важный. Всегда находится тот человек, который выручает с деньгами. Это железно. И если вы до сих пор не нашли, это значит плохо думали. Здесь могут прийти на помощь даже те люди, о которых, ну, вы не предполагали. Здесь есть определенно какой-то вариант решить финансовый вопрос. Или согласовать какой-то финансовый документ. Вот все, что по финансам идет рыцарь Пентаклей, это есть, знаете, помощь придет. Но вы как будто должны искать этого человека. Может быть, это кто-то, знаете, как какое-то обязательство возьмет в отношении вас. Из людей, которые вас хорошо знают, вам доверяют.
Но пересмотреть, может быть, ворох персонажей вам придется. Действовать как-то совершенно, как вы не предполагали. И правда, может быть усталость, потому что физически вам придется совершить несколько перемещений, поговорить с одним, со вторым, или узнать в одной инстанции одно, а в другой другое. Не случайно двойка пентаклей, обратите внимание, нам показан человек, который, вот у него такое трико с одной ноги, оно выглядит как будто в квадрат, да, в шашечку, а на другой ноге оно полосатое. То есть вот где-то, как шахматы, какая-то ситуация будет напоминать. И, может быть, вам уже казалось, что я уже все пасьянсы разложила и все козыри уже проиграла, а жизнь предлагает партию в шахматы. Тогда или в шахматы эти какую-то многозадачность решить, многоходовочку, или, я сказала, узкий фарватер, вот как эти узкие полоски на трико, где мы не смогли пройти широкой поступью, но выход как будто из ситуации есть, на 1000% есть. Но вот тройка пентаклей – это карта будущего, это карта одновременно сдачи экзамена. Вот такой своеобразный экзамен, как закрыть гештальт, может быть, какой-то. И вот пока Плутон в знаке Козерога, короткий период времени, точнее, 19 ноября, может быть, вы должны с чем-то разобраться. И это будет, как бы вы закрываете какие-то вопросы прошлого, и это одновременно означает переход в будущее. Это что-то очень важное. У кого-то по финансовым документам, или это будет связана работа, недвижимость, имущество, какой-то доход. Вот есть то, что вы должны принять как альтернативный вариант и еще и чему-то научиться. У кого-то вот этот жизненный экзамен, которого мы не могли избежать. И да, действовать нужно продуманно, но не ожидать, мои дорогие. Карта праздника, тройка кубков. Я понимаю, у каждого свои вопросы. Может быть, это вы ждете, пока человек определится с чем-то. Но тогда, если для кого-то из вас карта тройка кубков иногда и говорит о любовных треугольниках, и вы ждете, когда человек что-то решит, а у нас двойка выпадает, и нам говорят, а ты реши для себя, что для тебя важно. Ну, это не для всех, безусловно, лишь малая часть из вас вот в такой, ну, как вы должны быть третейским судьей, чтобы понимать, в какую сторону могут развиваться события, может быть, не создавать конфронтации, но и не забыть про себя. Определиться, а для меня-то будет что важно. Я жду, а чего я дождусь? Но я все же могу сказать, что для кого-то эта карта праздника как раз будет свидетельствовать о том, что вы решите какую-то многозадачность. И, может быть, это будет связано с вашей семьей, с вашими близкими или с родственниками вашего партнера, или вашими какими-то родственниками, или даже далекими, или ну что-то у вас получится сделать, причем сделать хорошо, несмотря на усталость, несмотря на какую-то многозадачность. Карта совет. Еще раз нам карта говорит, иди медленно, но надейся сам на себя. Философ, мудрец, отшельник, тот, который всегда, ну, безусловно, преобладает что-то духовное, но, кстати, никто не мешает. Обожаю эту карту именно за то, что мы можем осуществить как наш проект или то, что мы себе задумали. Это тот человек, который разгадывает все тайны. И значит, вверху король мечей, карта рационализма. Тайн для вас быть не должно. И если мы по тройке кубков, да, вот я сказала, у кого ситуация третий лишний, тогда не жди, когда определится человек. Определись сам. Ну, здесь плюс-минус у каждого будет по-своему интересный расклад. Ну, вот переложите на себя, мои дорогие водолеи, но я хочу дополнить. Ой, есть у меня такая колода Таро, тут как-то не совсем мне понятно, я прямо скажу. Пусть нам немножко прояснят. Карта Таро. Где вы сейчас? Вот на этой неделе. Пятерка, шестерка кубков – это карта воспоминаний, карта прошлого.
И о чем нам говорят? Не жди того, кто не придет. Опять же, не надейся на какого-то человека, надейся на себя. Рассмотри тот вариант, когда тебе, предположим, кто-то сказал «нет», да? Или когда ты ждал чего-то, а ты ничего не дождался. Это карта ностальгии, ничто иное. И мы можем кому-то, кстати, доверять. И это доверие опасным становится, потому что что-то не состоится, тут как солнце в Скорпионе, понимаете? А задача Скорпиона, это по Плутону, кстати, опять же, предвидеть, предугадать, проститься с какими-то иллюзиями, мои дорогие. Ваша задача на эту неделю. Прекрасная задача построить свое блестящее будущее. И, кстати, это праздник после победы. Очень символично, что выпадает как раз в праздник. Это, знаете, когда перед вами врата открывает сама Вселенная. 4 жезла – это как 4 столпа. Ваша задача – ваше место безопасности, ваше место спокойствия, ваше место благополучия, ваш надежный дом или место пребывания, ваше согласование по части документов, ваша позиция как и сегодня, так и завтра. Вы не можете быть в иллюзиях, это правда, но у вас сейчас шикарная возможность что-то сделать для себя на будущее. У вас, в принципе, сильная позиция. Но, может быть, мои дорогие, вас кто-то пытается увести от того, что есть в реальной жизни. Или вы где-то сами из-за усталости вынужденную паузу сделаете, а здесь все же нужно с рядом вопросов разобраться, чтобы собственные позиции усилить, чтобы вот этот праздник состоялся. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.